Рад приветствовать всех зрителей и подписчиков канала. Сегодня у нас по программе в нашем сериале будет, я думаю, что будет 3 посылочки от подписчиков канала онлайн распаковки. Вот, как бы, тяжелые, я думаю, будут. Первая будет легкая, а остальные 2, скорее всего, будут очень тяжелые, длинные. Поэтому, как говорится, хочу сразу всех предупредить, что будет долгая песня. Так, в общем, первая посылка у нас от подписчика Владислав, місто Обухів. Начнем с маленькой. Я думаю, что она легкая будет. А остальные 2 точно, что придется очень сильно помучиться. Металлолом какой-то. Угу. Победит. Победитовые фрезы. Монолитные, цельные. Сейчас, кстати, по-моему, на канале еще не было про эти вещи. Сейчас будем показывать. Короче, монолитные фрезы, сверла, битые, ломаные, коцаные, бэушные. Что хочу по поводу них сказать. Во-первых, она очень тяжелая. Сейчас я покажу, сколько весит одна фреза. 73 грамма весит вот такая вот маленькая фреза. Вот. Все оно у нас бэушное, коцаное. Вот, после работы. Пластинки тоже то же самое. Сейчас покажу. Вот такие вот. Видно, да, что вот. То есть были в работе пластины бэушные, поэтому как бы я не думаю, что они кого-то заинтересует как изделие. Вот. Короче, бывшие, так скажем, в употреблении. Что еще хочу сказать? Очень много людей, даже тех, кто занимаются токарными работами, фрезеровочными и так далее, работами, связанными с металлом, многие люди до сих пор не знают, а некоторые только недавно узнали, что эти пластинки стоят денег. Почему? Потому что, во-первых, они как бы магнитные, они магнитятся неплохо. Почему они магнитятся? За счет того, что в них процент содержания кобальта, помимо вольфрама. А кобальт это материал у нас магнитный. За счет этого они у нас очень хорошо липнут на магнит. Вот. По этим вещам то же самое. Очень хорошо прилипают. Что еще хочу сказать? Вот. Такой материал стоит, Победит называется, он у нас стоит 500 гривен за килограмм. Не дешевый материал. Если большим объемом, то цену можно обсуждать, цена будет выше. Если у вас вольфрам, он такой же тяжелый, но он не магнитный. Вот. На него цена на 100 гривен выше, чем от Победита. Вот. В принципе, на объеме всегда по цене можно договориться, цена будет выше. На маленькое количество цена 500. На вольфрам цена 600. Если маленькое количество. Вот. Кило 800. И еще фрезы. Сейчас я их назад сложу. Очень дорогие вещи, кстати, когда новые. Вот. Когда она уже отработанная, бэушная, то в принципе оно уже ничего стоить не будет. Вот такая вот характерная структура внутри. Очень хрупкий, колется. Если ударить по нему, то будут лететь осколки. Причем будут лететь неплохо. Можно травмироваться. Поэтому с этими вещами лучше не шутить. Так, сейчас туда довесим наши фрезы. Легкая посылка, быстрая. Вот. Звонкий такой
характерный, звонкий такой у них. И по искре сейчас покажу. Вот такое вот, короче. Считай, что нет искры. Поэтому... Так, у нас по весу 2 килограмма, ну минус пакеты, 2 килограмма 880 грамм. Пишу победит. 2 килограмма 880 на 500. Это у нас первая посылка. По цене у нас получается 1440 гривен получается, правильно? Да, 1440. Это первая, быстрая, легкая. Вот, тяжелая, конечно, капец. О, так. Продолжаем дальше. Сейчас я тогда поставлю на паузу. Возьму вторую посылку и мы продолжим. Так, вторая посылочка, это у нас от подписчика Валерий Миколаевич, село Тынне. Так. Значит, что мы делаем? Мы открываем нашу посылку. Так, письмо и горячая женщина, короче, в коробке. Так, вибачте, що не так. Вперше відсилаю, зробіть карта. Короче, сейчас вот так покажу. Вот такое вот письмо. Вибачайте, що не так, я вперше відсилаю. Добре. Так, звонят, сейчас продолжим. Так, в общем, продолжаем. Так, это мусор. Тут что-то мелкое пока отставим. Так, а тут у нас, короче, куча плат. Сейчас мы тогда... Кстати, по поводу жестких дисков хочу сделать объявление. Короче, очень много присылают жестких дисков неразобранных. Я их, в принципе, в сборе покупал по 30 гривен штука. Вот. Но в чем вся сложность ситуации, которая возникла, я просто не успеваю их разбирать. Вот последний раз подписчик прислал 40 или 50 килограмм неразобранных жестких дисков. До этого я еще не успел разобрать. Поэтому, кому не сложно, кто смотрит видео и кто готовит на отправку, лучше разбирайте самостоятельно. Тут, в принципе, ничего сложного. Плату открутили, верхнюю крышку сняли, вот, разобрали его на молекулы. Там внутри неодимовый магнитик, который очень может быть полезен в быту. Вот такой вот, которым я пользуюсь. Там внутри очень хороший неодимовый магнит. А корпуса алюминий, плата на вес, как платы жестких дисков, корпуса сложили аккуратно на алюминий и отправили. Вот алюминий как бы. То есть я раздельно приму корпуса, раздельно приму платы, потому что я уже все, я уже не успеваю просто. Я сейчас последние жесткие диски разберу и больше не буду их в сборе брать. А каждому, у кого там 2, 3, 5, 10 жестких дисков, для него это в принципе, ну как бы, я думаю, это очень быстро разобрать их и все, и забыть об этом. Просто многие что присылают, потому что вот такая вот звездочка здесь, и как бы там вот помню, там недавно буквально подписчик пишет, я, говорит, я вам в сборе отправил, потому что у меня нет звездочек, я не могу разобрать. Такое бывает, как бы, но звездочку лучше иметь дома в инструменте, всегда пригодится. Будет повод обзавестись звездочкой. Так, жесткие диски пока откладываю. Так, платы мобильников. Короче, платы и еще раз платы. Сейчас я тогда поставлю на паузу, возьму весы, и я коробку уберу, и мы будем прям с коробки раскладывать на весы платы, короче. Так, в общем, ставим весы, включаем и будем сейчас кидать платы на весы. Короче, вот это вот что-то распай какой-то, это тоже... Хотя вот такую плату можно было полностью целиком разобрать.
Вот. Сейчас мы тогда платы, которые по 150 за кило, раскидаем. Так, вот эта плата жесткого диска была, кстати. Вот. Это планшет, это дороже. Вот это тоже планшет, эти платы по 300 гривен за килограмм. Так, это у нас уже какая-то дешевая платка. Так. Ну, такую платку, в принципе, тоже можно по 150 за килограмм положить. Так, вот эту тоже. Эту не знаю, как с ней быть. Сюда, наверное, ее. Так. Что у нас тут? Эти у нас к зеленке вот сюда идут. Так, что у нас еще здесь имеется? Так, это у нас тоже зеленка обычная, пустая. Тоже зеленка. Так. Эту можно сюда. Эту тоже с CD-ROM плату сюда. Это у нас плата ноутбука. Огромная просьба на будущее тоже показываю. Подписчик, может, просто не знал. Вот если мост отпаянный, то эта плата уже у нас не пройдет в весовую позицию. Лучше тогда уже доснять все черные чипы с нее. Доснимать. И уже оплату саму выкинуть. Плата уже в принципе и не нужна. Ну и как раз и нет смысла гонять вот эти вот объемные платы. Я ее сюда откладываю. Так. Так, еще платы CD-ROM. Вот такая вот разобранная плата. Эту сюда. Эту можно сюда. Так. Какие-то, короче, тоже непонятные платы. Ну, я их, в принципе, сюда положу. Так, вот такие вот. Ну, вот эти можно сюда, а вот это по-любому сюда. Так, в принципе, тут немного осталось плат. Вот эти платы можно сюда положить. А тут у нас, короче, полностью разобранная материнка. Такие лучше платы не ложить. Я их просто не беру. Вот, я ее сразу откладываю в сторону. Так, и остались еще две платы. А на вот этих платах подписчик оставил чипы. Вот такие с чипами по 40 гривен за килограмм пройдут. Но лучше такие не отправлять. Доснимать уже черные чипы. Вот. И все. И проблем в принципе никаких не будет. Так, вот эти платки у нас. Это сюда. Так, что упало? Так. А вот эти две у нас к мобильникам пойдут. Вот такие вот. Я их в мобильники положу. Вот. Так, в общем, в принципе, у нас на данный момент все. Что у нас осталось? Вот это у нас 720 грамм. Я их убираю в коробку. Убираю в коробку эти платы. 720 грамм. Теперь у нас получается вот это типа как зеленка по 40 гривен за килограмм. Ну, вообще с зеленкой лучше разбираться самим. Очень редко ко мне сейчас приезжают подобного плана платы, потому что все подписчики уже просто их сами разбирают. И намного выгоднее получается, и никаких вот этих плат нету. Выкинули их и забыли, короче. Так, 700 грамм это у нас получается на, короче, вот вторая посылка. У нас получается 100 гривен. 105 точнее, плюс 5. Так, плюс вот этих вот на 45 гривен. На 45 гривен кило 130. Так, в общем, мы их пока тоже убираем. Точнее, не пока, а полностью. Потом у нас было два жестких диска. Два больших это 60 и один маленький это 10. Так, теперь у нас два кулечка вот с такими вот, короче, причандалами. Так, оперативка. Оперативки 33 грамма на 33 гривны. Есть.
Так, потом у нас идут вот такие вот. Мост черный, дорогой чип, процессор. Мосты неприемные. Раз, два, три. 4 мост неприемный. 5 мост неприемный. Короче, вот эти мосты у нас дешманские неприемные. Мы их убираем, короче. Потом у нас получается сейчас 2 процика по 10. Это 20 гривен. Потом у нас получается... Надо их отсюда убрать. Ну, подложка куда-то, основной кристалл, который стоит денег. Подложка просто ничего на ней не стоит. Вот. В общем, мостов 15 грамм. Это мы пишем 15 на 9. Вот. И черный чип 17 на 2,50. 17 на 2,50. С подложкой взвесил, будет бонус. Так. В общем, с этим разобрались. И телефоны. Очень плохо, что телефоны в перемешку, короче. Это очень плохо. Это лишняя работа. Так бы я уже бы их взвесил, наверное. Пока я только 2 телефона выложил. Сюда буду ложить дорогие, сюда дешевые. Дешевые это те, у которых меньше 6 черных квадратиков. Вот таких вот. Вот квадратик должен быть не менее 5 на 5 миллиметров. Вот. Обязательно при сортировке надо обращать внимание на обе стороны платы. Раз, два, три. Тут есть. Тут нету. Тут у нас раз, два, три есть. Тут есть. Тут раз, два, три, 4, 5 есть. Раз, два, три, 4, 5. Тут 5. Не проходит. Так, тут тоже нету. Так, тут 4, тут 3. 7 проходит. Тут 2 не проходит. Тут 4 не проходит. Тут есть 6 проходят. Тут раз, два, три, 4. 4 не прошел. Вот тут у меня еще лежат. Этот сюда можно, этот сюда. А это планшеты. Планшеты к дешевым телефонам проходят. Вот. Так, что у нас еще имеется? Это сюда. Это проходит в дорогие. Это нет. Это нет. Это раз, два, три, 4, 5, 6 проходит. Так, идем дальше. Раз, два, три, 4, 5. Пусть будет 6, короче, проходит. Проходит. Нет. Раз, два, три, 4, 5, 6 проходит. Проходит. Нет. Нет. И осталась маленькая жменька телефончиков, короче. Так. Проходит. Это нет. Нет. Это можно сюда, в принципе, положить. В проходящую нет. Так, тут у нас вся мелочевка уже не проходящая. К дешевым, короче. Что мы делаем? 434 на весах. 275 дешевых. Пишу 0,275 на 300. Плюс оттариваем 159 гривен пишу. По 1000 гривен за килограмм. Это у нас дорогие. Что я туда сделаю? Дорогие в кулек. В этот кину.
а дешевые во второй кулек кинул. Как раз хорошо кулечек освободился. Короче. Вот так вот, если бы они были уже отсортированы, допустим, на кульках маркером подписано 1-5 чипов, а на втором, допустим, написали 6+. И вообще было бы шикарно. Ну и самое главное, чтобы металла не было на платах, и будет вообще все отлично. Вот в таком виде очень даже классно было бы. Любое количество, неважно, хоть 10, хоть 30 грамм телефона. Вообще не важно. Главное, чтобы они просто рассортированы как бы были. И будет хорошо. Так, тарим назад. Вот. Плата жесткого диска. На 7 гривен платы жесткого диска. Так, что у нас по графику осталось? Осталась у нас такая вот коробочка. Так, это не надо. Опять лигатура импортная, которую я просто не люблю от слова совсем. Как ее считать, не знаю. Буду думать. Так, это у нас что? Припой. 301 килограмм посчитаю. Так. Вот это можно было бы не ложить, либо разбирать самостоятельно. Вот такие вот, короче. Это импорт у нас. Тоже импорт какой-то. Не знаю, я отложу в сторону вот это. Если подписчик скажет оставить ему их, я оставлю, потому что я в таком виде не беру. Должны быть разобраны просто. Тем более на видео я точно разбирать не буду. И не на видео я тоже не могу. Я бы с радостью, конечно, но у меня мне просто не будет на это времени, реально. Я всегда всем говорю, когда меня там спрашивают, в каком виде там должно быть, или вот там в таком виде возьмете, я всегда говорю прямо, открыто, как есть, разбирать. То есть у меня времени нет. Потому что мне нужно видео делать для подписчиков. Это как бы основное. Вот. Мне как бы дороже, чтобы зрители были удовлетворены, чтобы каждый день выходило видео, сериал как бы прекращаться не должен, как говорится. Так, микросхема. Еще микросхемка. Вот смотрю на этот пакет, и мне аж плохо стало. Короче, сейчас переберем. Такое, в принципе, еще мы переберем. Ничего страшного нет. Корпус современный, с электронных часов. Не знаю, что тут на нем. На нем, скорее всего, покрытия нет никакого. Не, может, есть, конечно, что-то. Маркировку, я думаю, что я на нем не найду. Потому что это уже современный корпусок. И цвет у него яркий такой. То есть существенное отличие в разы, просто в разы от того, какое должно быть на советских часах. Вот, поэтому не знаю. Корпусок такой можно будет. Гривен 80 напишу, короче, за него. Но опять же, я думаю, что это даже много. Так, контактики. Еще контактики. Это что? Крышечка с часов, может, где я их положил? Короче, куда-то уже кинул. Да. Да, крышечка с часов, короче. Так. Какие-то непонятные вещи с латунными ногами. Разберем. Еще радиодетали. Радиодетали микс. Так. Лубочонков очень много неприемных внутри. Сейчас все объясним, покажем. Ювелирное серебро. 33 штуки. Нормального года до 82-го 33.
И, короче, вот такие вот не проходят уже. Так, откладываем. Не знаю, ну я тоже такое не беру, короче, это диоды вот эти не проходят. Так. Ну, вот такие вот кондерчики, короче. Такие вот. Тоже не катят. КТ пластмасса кусаная, 53 штуки, это уже хорошо. И тоже, по-моему, серебро там. Так. Значит, сейчас тогда что? Весы. Взвесим припойчик на 400, на 40, на 45 гривен. Короче, припой я пишу. Есть. Так. И весы, я думаю, эти мы уберем. Они реально мешают. Закрывают всю рабочую площадь. Ну и будем, в принципе, продолжать. Я не буду вдаваться в максимальные, как говорится, перепроверки, пересчеты. Я доверяю подписчику. Вот. Я вижу, что все проверено, все кусано, все отлично. 53 штуки. Пишу 53 на 8. Потому что там третья посылка, мне кажется, она будет просто, ну, как говорится, как это правильно сказать, гвоздь программы. Так. Все, что вопросительное, я откладываю напоследок. То есть, как бы... Так, 53 штуки. А в чем отличие? А, я понял. Импортные. Импортные. Так, а это нормальные. Крылатых есть пару штук. Короче, что я сделаю? Крылатых тут раз, два, три, 4 точно есть. Ну, в общем, будем вешать их. Четыре, это можно 4 на 4, короче, 16 пишу сразу. И сейчас мы еще 30 грамм, это у нас еще 120 гривен у нас сверху. Так, теперь эти 2 гривны грамм посчитаем, потому что тут могут быть нюансы. Так, 74, короче, грамма на 2 гривны, это 148 гривен. Вот эти импортные микросхемы. Так, теперь серебро. Ну, серебро надо высыпать, посмотреть. Можно даже хромпик взять, в принципе. Но я вижу, тут проверяли уже хромпиком. Вот. Ну, мы можем еще раз, да? Для контента, как говорится. Сейчас покажу. Так, есть он красный. Он на руку себе налил. Короче, красная, красная, красная. Короче, все полностью красное. И с этой стороны красное. Короче, все в порядке. Можно назад высыпать. С руки сразу вытру это, кислоту эту. Так. Короче, что у нас имеется? Имеется у нас серебро. Вперемешку все. Так. 25 грамм, короче, чистым. Пишу, короче, 25 на 32. Не на 32, на 33. На 33. 35 на 25 на 33. Так, есть. Так, вот эти чипы сразу уберу отсюда, а то они еще нечаянно начну их считать по второму кругу. Так. На меди контакты. Главное, чтобы полностью медных не было. А я их уже вижу. Сейчас покажу.
Сейчас я их выберу. Есть контакты на меди, а есть-то контакты полностью медные, которые не катят. Так. Вот они, я их выбрал. Полностью медяшки, короче. Такие попадаются иногда. В предыдущих сериях уже видели неоднократно подписчики. Доставал. А вот, лежит на столе. О, медяшный контакт. Побольше просто. Он надпиленный, короче. О, блестит медью. Так, короче, откидываем медяшные контакты. Короче, контакты на меди. Сейчас оттарим баночку. 4 грамма почти баночка весит. Так, штучки 3 точно уже на стол упали. Больше уже 4, 5. Сейчас мы их подберем. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот еще маленький седьмой. Так, все, больше ничего нет. 52,5 грамма. Неплохо. 52,5 на 11. Во, я дал, конечно, копоти нормально. Ну, бывает. Зато взвесить уже успел. То, что оно высыпалось, то не проблема. Здесь-то я соберу его в любом-то случае. А вот если бы оно высыпалось до, тогда, конечно, было бы обидно. Это пришлось бы... Да хотя, в принципе, тоже бы собрал. Просто что могло бы же меньше веса быть. Может, не нашел бы, правильно, что-то. Я не гарантирую, что я сейчас тут все соберу. Хотя, в принципе, вроде все собрал. Сейчас сверимся. Вот еще. Вот еще чуть-чуть. Короче, 0,25 где-то улетело. Это буквально пару маленьких контактиков, короче. Ну, то я найду уже потом. Короче, гоню я, конечно. Фух. Магнитные. Баночка одинаковая. О, примагнитились. Четыре и 4. 4,45 на 22. Что у нас тут? Не магнитные. Вижу, проскакивают на меди контакты. Вон один. Сейчас он выглядывает с шап. Грибок. Грибочек такой. Короче. Вон еще один грибочек он. Но все равно надо оттаривать. Сейчас я их покажу. Вот один, короче, есть. Один контакт. Вот еще один медный. Ну, не медный, а на меди. Вот он. Так. Ну, вот еще один. Самое, что вот... Нет, тут еще... Это, в принципе, нормально. Тут ничего такого нет. А вот еще один. Даже два. Короче, два. Два контакта на меди. Вот когда много попадает того, чего не надо. Вот еще один. Вот тогда это уже проблема, потому что выбрать это, конечно, времени занимает. Вон медь. Времени это занимает просто капитально. Вон еще один. Даже не один, 3 вижу. Сразу 3, короче. Раз, два. Вот. И
Не знаю, сейчас будет видно, не видно цвет, он видно, медяшка виднеется. Ладно, ну вот еще один крупный такой. Сейчас покажу. Вон, видно, медяха блестит. Ладно, больше выбирать не буду. Условно там полграмма сделаем за сорт. На всякий случай. И на магнит. Короче, 23 грамма. 23 на 31,5. И медные сейчас доплюсуем к медным. Наверное, грамма полтора сейчас будет. Короче, грамм 11 и, короче, плюс 18 гривен напишу. А вот они на меди. Так, крышку сразу закрываем, чтобы, не дай бог, ничего не рассыпать. Так. На меди и что-то еще. Контакты, покрытые позолотой. Но они не катят, они идут как обычные контакты. Сейчас я покажу. Вот так, 2 грамма. Сейчас один возьмем. Что это у нас тут такое за кусочек? Тоже контакт. Сейчас один возьму и покажу, как это вообще все, как это все выглядит. Так, вот контакт. Сейчас я верхний слой приберу. Прибрал. И теперь будем капать. Капать будем. Короче, что-то я не то делаю, не счесал я, наверное, сейчас. Сейчас будем плоскогубцами держать. Вот. И верхний слой. Можно болгаркой попробовать. Аккуратно. Вот так вот уже лучше. Самое что смешное будет, прикиньте, это золото еще сейчас окажется. Будет смешно. Не реагирует. Что, может, реально золото? Сейчас возьмем другую проверочные реактивы. Так. Так, вроде все одинаковые. Один вижу не такой. Сейчас мы его заберем отсюда. Так. Вот это что-то другое. Раз. Вот они, два. Вот эти точно, наверное, серебряные. Три. А эти все одинаковые.
И вот это еще какая-то штучка. Сейчас мы это все будем переверять. Так. Это высыпаем назад. Одинаковые, которые все. Так, а вот эти я ложу. Сейчас будем возиться с ними. Так. Сейчас маленький надпил сделаем. Есть. Теперь будем капать. Ну, с теми контактами я удивился, конечно. Вообще обычно попадаются чаще всего по серебру, ну, позолоченные, серебро позолоченное. О, вот тут хорошо видно. Все, реакция пошла. Это серебро обычное, не магнитное. Так, сюда его. Теперь второй, так же само. А второй уже он слезло. Сейчас я капну просто. О, реакция пошла сразу сходу аж. Краснючий. Так, есть. Теперь вот этот. Ну, этот такой же, как самый первый. Вот. Тут даже можно попробовать канцелярским. Сейчас капнем. Ну, тоже краснеет. Вот в тех местах, не знаю, видно или нет, там, где счесано, там покраснело, там, где не счесано, там нет. Так, сюда его откидываем. Вот это еще штучка какая-то интересная. Сейчас мы ее... Так, ну цвет точно не серебра под этим самым. Так, вот это на проверку тоже. В общем, вот такая вот работа у нас. Будем сейчас проверять на золото. Опа. Так, палочек ватных нету. Сейчас надо за палочками бежать. Так. Камень приготовили. Плохо камень вытер. Получше. О, так вот получше будет. Так. Ну и возьмем, как обычно, на 500. На 500. О. Начнем, короче, с пробника на 500-ю пробу. Вот, сейчас я пойду, поставлю на паузу, возьму, пойду палочку ватную, и мы продолжим. Так, в общем, продолжаем передачу. Ну, начнем с вот этого, где я тут зачищал. Вот здесь. Вот. Тут зачищено было. Сейчас возьму плоскогубцы. И плоскогубцами натрем. Так, это первый образец. Теперь возьмем... Вот один упал, короче, отсюда. Вот. Возьмем сейчас второй. Второй кусачками вот так вот цепляю. Потом так вот натрем. Очень даже неплохо получилось, я бы сказал. Так, ну, теперь будем пробовать. Самому интересно, что получится. Вот. Это 500-я проба. Если тут проба ниже, оно сейчас съест. Может вообще не золото быть. Ну, то есть, как сейчас посмотрим, что оно будет. Будем экспериментировать. Ну, уже съела. Я уже вижу, что ничего не осталось.
Будем тогда пробовать еще. Сейчас на пробу ниже сделаем. На 375 еще попробуем. Если ничего не даст, значит не знаю, отложим под вопросом. То есть может быть еще сплав ниже. Что угодно может быть. Так. Поэтому берем попытка номер 2. Так, это первый образец. А это второй. Я думаю, достаточно. Так, вот этим местом, которое не в кислоте. Так. О, 375. Так, ну погнали. Так. Тут накапали. И тут накапали. Ну и ждем. Как говорится, ожидаем. А этот не ест. Не знаю, либо ждем, реакция слабая. Либо реально, ну, проба ниже 500 просто. Потому что эти две он съели, видите. Желтого не осталось полностью. Под кислотой. О, я думаю, он отлично видно. Прикольно, да? Вот такая вот у нас получается, как это правильно сказать, вот такой вот у нас эксперимент. То есть ниже 500, но выше 375. Короче, где-то получается 400 проба, короче, изделий этих. Вот. Прикольно, на самом-то деле. Ну, надо ждать, потому что 375 реактив, он слабый. Поэтому оно может сейчас еще съесть это все. То есть оно просто сразу в реакцию не вступает, как 500 пробник. Если бы я 900 пробником намазал, оно бы вообще моментально бы сожрало. То есть сейчас еще просто может все прийти к тому, что и эти две полосочки оно съест. Если оно их сейчас съест, а я вижу, что они уменьшаются. Даже на видео сейчас вот видно, что постепенно, короче, уменьшается площадь натертого металла. Скорее всего, что и ниже, чем 375, и возможно это вообще не золото быть. Поэтому я эту баночку отставлю. Нужно будет спектральный анализ сделать. Я просто на месте его сделать не могу, у меня нет этого оборудования. Вот. Но проверить базовые, да, базовое содержание в принципе можно. Вот. Ну все, оно тоже съело. Сейчас покажу. Все, исчезло, короче. Практически уже полностью металл весь съел. Ну, нет его больше металла. Еле-еле там что-то осталось. Оно сейчас и его доест. Короче, все. Теперь точно можно сказать, что оно сожрало его. Ничего не осталось. Ни тут ничего не осталось. И ни тут ничего не осталось. Все. Все. Голый камень, короче. Короче, вопросительная позиция. Оставляем ее. Так. Ватку туда. Может, ну, то есть они могут быть вообще не золотыми. То есть это уже такое дело. Вот эту лигатурку, не знаю, что с ней, как ее правильно подсчитать. Вот. Знаю точно, что она очень дешевая. Так, ну, напишем за лигатуру. Вот так вот, без крышки.
40. Ну, баночка где-то грамм 10 весит. И вот эта импортная лигатура. Не знаю, 50 гривен напишу. Отставлю в сторону. Если подписчик скажет, что нет, значит нет. Я тут уже у нас 3 позиции отставлено на... Ну, под вопросом, которые, короче. Так. Вот еще, да. Но это вот не позолота. Это просто латунь. Это просто у нас латунь. Вот. А внутри у нас вот такая вот, короче, дребедень, покрытая тканью. Вот. Типа сопротивления предохранителя. Не знаю, как правильно. Релюшки, может, какой-то. И 2 контактика на меди на пластинках. Короче, вот эти штучки у нас неприемные. Я их тоже откладываю в сторону. Реле с машины, короче, это у нас. Тут даже маркировка есть. Audi. Так. Так, что у нас еще имеется? Так, вот эти приемные 33 штуки, это у нас 16,50. Ну, 17 гривен пишу. По 50 копеек штучка. Так, вот эти не знаю, сейчас мы узнаем. И еще. Вот это вот, я их тоже отложу туда, к вопросительным позициям. Вот это отложу к вопросительным позициям. Вот это. То есть это у нас все вопрос. Так, вот это сейчас не знаю, мы узнаем. Короче, окукленные КМ-ки. Вот они. Я думаю, максимум, что мы с этой кучки выберем, это окукленные КМ-ки. Так, вот это оранжевая КМ-ка. Еще оранжевая КМ-ка. Обломок, короче, от нее. Так, это не КМ-ка. Это окукленная. А зрителям советую запомнить, какие сейчас конденсаторы в неприемных останутся. Так, зеленая КМ-ка. Интересная такая интерактивная получается рубрика. Выбери КМ-ки из кучи неприемного. Так, окукленная. Оранжевая в нехарактерном цвете. В таком. Вот. Так, еще окукленная. Еще окукленная. На магнит еще их надо будет потом проверить. Окукленная. Что голова так сегодня болит. Не знаю, давление может. Так, что это у нас тут такое? Нет, это не то. Так, это сюда. Это... Я их покажу потом еще вблизи. Так, кусок оранжевой КМ-ки. Это игра такая, найди КМ-ки, короче, называется. Так, еще окукленная. Ну, в принципе, я больше и не вижу тут ничего путевого. Сейчас я поближе покажу. Так вот. Короче, была куча огромная неприемных кондеров. Мы выбрали приемные. КМ-ки оранжевые, КМ-ки окукленные, КМ-ка зеленая. Эти надо проверить на магнит. На магнит не липнут. Отлично. Тогда что мы делаем? Я их сразу взвешу. Вот. Потому что... вот это высыплю на место. Так. Оранжевых 1,31. Ладно, я запомнил. Сейчас 1,31 оранжевых.
Кукленных, наверное, грамма 2,5-2. Два и один. Два и один. 2 и 1. Так, этих я уже забыл, сколько было. 2 и 1. 1, короче. 2 и 1 и 1. А это у нас зеленая 0. 0,17. Так. А это назад. Это срезка. Так, тоже откладываю вот этим. Так, пишем. 2 и 1 на 11 плюс 1 на 38 плюс 0,17 на 48. И остался последний кулечек из приемного. И вот это вот напоследок, потому что, как смотрю на него, аж страшно становится, на этот пакет. Так, это у нас импорт какой-то. Это тоже какой-то импорт. Это не импорт. Это импорт. Это нормальный транзистор. Это импортный. У них цвет такой бледный, короче. Вот. Как такие вещи считать, это для меня просто загадка. Такой вот импорт, короче, непонятный. На котором просто ничего практически нет. Угу. Так. Это импорт. Сейчас покажу. Что оно? О, SF какой-то упала. Так. Это что у нас? Тоже SF. Это что? Это нормальная. АОТшка. Вот еще АОТшка. Это какой-то кусочек чего-то там. Короче, надо их распределить. Распределить и посчитать. Безногие. У этого одна нога. Ну ладно, тут он нога какая-то валяется. Пусть будет с ногой, короче. Тоже какой-то импортный мусор. Так. Короче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 на 18 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 9 плюс этих два импортных 24 плюс, а вот еще один, плюс 18. Полевик один затерялся. А два нормальных это 60, 2 по 30, вот они. Потом, точнее, вот они. Потом белый 603 25, белый 602 35, это еще 60, два желтых 603 это 80 и один скрытый 803 60. И вот это вот лигатура, короче, импортная, не знаю, 20 гривен напишу. На самом деле, мне кажется, что это просто мусор. Вот. Мне так что-то кажется. Если я не прав, конечно, всегда могу в комментариях выслушать мысли по этому поводу. Так, эти детали я высыплю в пакет.
И вот это, конечно, сейчас тут будет баталия, потому что я там увидел очень много того, что вообще не по теме. Я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, отсортирую сначала магнитом. Сначала магнитом пройдемся. Капец, вот это вот такие вот, короче, транзисторы. Ну, это чистый мусор. Тут импорта просто, наверное, я не знаю, процентов, наверное, 80 импорт, если не больше. Такое ощущение, что они все магнитные. Это, конечно, сейчас будет та еще задача. Ну да, они все магнитные. Это, конечно, для меня сейчас будет тут битва именно, ну, нормальная с этими полубочонками. Вот, допустим, вот это вот то, что надо. Сейчас фокус. Вот. С краской, вот обычный полубочонок. Теперь мы берем, сейчас я возьму этих Франкенштейнов отсюда достану. Раз, два, три. Вот такие Франкенштейны есть, короче. Вот такие Франкенштейны. Вот такие. Вот такой импорт, короче, сейчас. Вот такой импорт есть. Не знаю даже, что с этим делать. Просто тут я вот вижу. Вот из вот этих всех, сейчас я покажу, какие приемные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, штук 11 из всех вот нормальные, которые нам надо. В общем, что я хочу сказать по поводу этих полубочонков. Что я хочу сказать по поводу полубочонков. Сейчас выберу все, что увижу. По-любому кто-то в комментариях напишет: ты что, собрался вот это перебирать сейчас на видео? Да я сейчас быстро. Вот такие вот с точечками. Вот это то, что надо, короче. Вот такое вот дело. Еще вот характерные отличия есть у импорта. Сейчас покажу, если видно будет. У импорта вот такая вот, как штампик такой на задней части, такой круг. Может быть маленький, может быть больше. Это характерно отличает импорт, потому что у нормальных совковых у них тут гладкая поверхность. А у этих вот такая вот, короче, ну и габарит. Ну, в принципе, я думаю, понятно, в чем разница. Короче, очень мало здесь приемных, реально. Человек старался, это все собирал. А просто получается, что практически все неприемное. Реально. Ну, это обычная практика, очень часто в полубочонках такое встречается.
Я когда пакет достал, я уже сразу понял, что тут сюрприз. А и так лучше не делать, потому что я не осилю просто такие вещи перебирать. Лучше проконсультироваться предварительно по полубочонкам, потому что многие часто пишут и удивляются, как это... Я же, говорит, все магнитные отобрал. Я говорю, да нет, говорю, там же еще прикол. Там же еще импорт, как бы магнитный тоже есть. И он не катит. Даже если какой-то приемный попадется импорт, реально, вот, да, возьмем, вот магнитный, это нормально. Сейчас возьмем импорт. Вот импорт, да. Он магнитный. Я его ломаю аккуратно. Ух, блин, еще и не ломается. Тут еще и пластмасса такая, что капец просто. Вот я его куснул. А вот в нем пластиночка белая. Видно, да? Абсолютно белая пластинка. Как бы, и смысл. Оно неприемное. А вскрывать каждый импортный, искать какой-то там, чтобы желтый был. А еще как бы и цена там в разы ниже, чем на советские. Поэтому как бы не знаю, стоит играть их свечи или нет. А почему получается такая пересортица? Потому что человек берет и с импортных плат нарезает эти полубочонки, а этого делать нельзя. Особенно на импортных, прям вот современных платах, да, там, скажем так, телевизоры 2000-х годов. Скажу, что на этих платах просто нет ничего. От слова совсем. Вот. Поэтому... И вот сколько уже выбрал, да, накидал. А я вот все меньше и меньше вижу их тут. Реально. Для глаз вот такое вот, конечно, тяжеловато такие процедуры. Короче, я думаю, что все. С меня хватит. Перебирать я, наверное, дальше не буду. Вот. Тут реально их полно. Хорошо, что хоть не... А вот контактик. Хорошо, что хоть не килограмм. Вот сколько их высыпалось, и ни одного приемного не вижу. Все неприемные. Вот один только. Короче, я это тоже откладываю к вопросительным позициям. Вот. В принципе, я надеюсь, что подписчик внимательно следил за переборкой посылки. И он, в принципе, я думаю, какие-то выводы с этого сделал. И другим зрителям будет полезно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 44, 48, 50. Короче, 52 штучки я выбрал. Пишу 70 гривен. Вот. И это у нас будет общая сумма. Сейчас на паузу поставлю. Так, а это неприемный выпал. На паузу поставлю, короче, и подобью, и мы продолжим. В общем, общая сумма у нас получилась 4 340.
по этой посылке. Это вторая у нас. Кстати, очень даже неплохо вышло. Я думал, не будет настолько. Или я как-то просто смотрю много-много записей, там по мелочи, по мелочи, по мелочи. И вот так вот, короче, по мелочи оно у нас накопилась нормальная сумма, в принципе. А потому что я отложил в сторону, в принципе, я как бы, если подписчик желает, я даже за свои деньги отправлю назад эти штучки. Вот. Может, он там как-то их потом перебирает, что выкинет, что, ну, как бы. Вот так, я думаю, так даже будет лучше. Мне так что-то кажется. В общем, тогда пауза. Сейчас с третьей посылкой мы продолжим. Кстати, еще пока не пауза. Там третья посылка, она очень тяжелая будет. По-моему, 30 килограмм ящик. Поэтому я ее, наверное, сюда так поставить не смогу. Я буду с нее просто доставать. Так, в общем, взял я посылку. Сейчас я вырежу накладную. Покажу от кого. Вот. Если она вырежется, конечно. Не хочет. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас мы сделаем, короче, иным образом. Так. Что сюда подписчик положил, я даже представить не могу. Вот так вот сейчас сделаю. О. Короче, Олександр Володимирович, місто Чернігів. Ну все, в принципе. Вот вес факт 25, но мне что-то кажется, она больше весит. Очень что-то тут тяжелое. Так, раз, два, три коробка. О, это уже неплохо. Тут смотрю. Сейчас. Опа! Так, куча пакетов. Так, вот такой вот малыш. Осциллограф S173. И щуп подписчик положил. По осциллографу 2200 договорились. Сейчас будем его, короче, проверять. Надеюсь, что рабочий. Так, еще какие-то приблуды. Так, а что это такое? Самодельный какой-то блок питания. Вольты. Не знаю, что с ним делать. Я его... Или зарядное это. Как зарядное, короче, какое-то. Может, кому надо, сейчас покажу. Это сам кто-то делал. От 2 до 35,3 вольта. Единственное, я только не могу понять, насколько он ампер. Короче, я его тогда... Я его отложу. Не знаю, пусть подписчик мне скажет, что с ним делать. Или может кому-то просто надо. Напишите в Telegram или в сообщение под видео, если кому-то интересует этот блок питания. Это, ну, я думаю, это просто зарядное. Вот от него провод. Шнур питания. Разъем как у генератора Г4. Так, с этим разобрались. Еще ящичек. Еще, короче, укомплектовано капитально, я бы сказал. Еще коробка с какими-то железячками. Алюминий. Ну, это в конце взвесим. Материнские платы. Так, платы жестких дисков. Материнские платы. Ну, кстати, вот... Кстати, подписчик Александр смотрит, и он бы мог бы, в принципе, я так думаю, платы распаять. А вот такие вот дешевые платы, не знаю, в кадр не попадает. Вот с дешевым мостом, с одним. Их вообще можно не отправлять, в принципе. С них лучше чипы снимать. Ну, они невыгодные просто.
Вот это хорошая плата. Раз мост, два мост. То есть у нас пока одна с одним мостом, одна с двумя мостом и одна без мостов. Так, еще тут что? О, вот это что-то интересное в пакетике. И еще куча материнок. Куча материнок дешевых. Мобильные телефоны. Ох, подписчик. Ох, накидал. Так, еще телефон. Вот это классно. Дорогие, дешевые. Как я в начале видео хотел. Так, еще запчасти какие-то. Так. Ой, ё-моё. Фух. Да, посылка, конечно, тяжелая. Я надеюсь, в процессе разбора, я думаю, будет легкая. Фух, видеокарты. Вот такие видеокарты. Так, я сейчас, наверное, уберу все лишнее здесь отсюда, и мы продолжим. Так, в общем, что я планирую делать? Я вот эти вот все коробки пока тяжелые спускаю вниз. Мы, наверное, начнем с плат, а в самом-самом конце я осциллограф включу, потому что я как показывает практика, как показала практика, приборы лучше показывать в самом конце, потому что многим это абсолютно не интересно. Многим интересно процесс приема, как говорится. Вот радиодетали людям интересны, а приборы людям не интересны. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Ну, тут ничего интересного нету. Галетник. Такой галетник, короче. Вот. И какой-то щуп, как датчик. Я это откидываю туда в свой ящик. В ящик срезок, короче, откидываю. Вот. И у нас остаются мобильнички посортированные, платы жестких дисков. Осциллограф сейчас я приберу. Видеокарты. Видеокарты все с дешевыми мостами. Вот. Многие скупки они не любят, чтобы вот на видеокартах дешевые мосты были. Точнее, как не любят. Ну, чтобы по минимуму их было. Так. Сейчас тогда приберем. Сейчас. Опа. Осциллограф пока прибираю. Ух, я тут, конечно, развел бардак. Да. Так. Видеокарты. Как мы поступим? Я, наверное, вот это взвешу на маленьких, а вот эти уже на больших весах взвешу. Тут, короче, тут у меня просто бардак. Так. Ну, приступим. Ну, реально башка болит, конечно, капец. Что эти магнитные бури, короче. Так. Пишу 42 гривны. Это у нас дорогие телефоны. А это дешевенькие. 18, сейчас 3, на 5 гривен дешевых. 6, короче. 6 гривен дешевых телефонов. Так, платы жестких дисков. 120 на 135 гривен плат жестких дисков есть. Это вырубаем, это убираем, ручку сюда, тетрадку сюда. Сейчас, короче, с видеокартами будет бадание. Ставим весы. Весы ставим. Включаем. Так, видюшки. 900 грамм, 135 гривен, короче. Пишем. Пишу 135. Это у нас видеокарты.
Вот. И сейчас мы приступаем к взвешиванию материнок. Не, лучше сначала к взвешиванию алюминия. 800 грамм алюминия, короче, на 40 гривен алюминия пишу. Так, 40, записал. Так, а теперь материнки. Так, одна мостовая материнка. Есть. Ищем еще одномостовые. Еще одна мостовая. Еще одна мостовая. Так, больше нету. Одномостовых на 136 гривен. 136. Убираем их. Теперь дешевые. Вот такие вот, без мостов. Раз без мостов. Ноутбучная, выпаянная сюда. И такая без моста. Так, пишем. 42 гривны, короче. И остались две дорогих. Одна ноутбучная, целая маленькая плата. И одна двухмостовая. Короче, на 110 гривен здесь. 712 грамм, 110 гривен. Короче, я записал. Так, записал, да. Раз, два, три. Все, есть. Короче, годится. Так, это у нас есть. И вот тут интересные у нас такие вещицы. Так, это у нас жила посеребренка. Вот. Сейчас мы ее достанем. Так, это жила. А это провод МС-1613. Вот. Содержит серебро. Ну, серебросодержащий. Такой вот проводок. Единственное, что тут бобина. Бобина есть. Вот. Ну, я думаю, ничего страшного. Вот такой вот на кончике он. Жилка такая, короче. По-моему, 1000 гривен кило он, если я не ошибаюсь. Ну, я по 1000 посчитаю. Вот. Сейчас я покажу, как оно реагирует на хромпик. Вот так вот реагирует. Вот такой вот он у нас. Такая вот реакция. Покраснел, как положено. Так, ну и жила. Жила у нас... Жила у нас не тонкая, а жила толстая, скажем так. Вот, поэтому будем считать вот это вот все по 1000 гривен за килограмм. Короче, что у нас получается? 261 гривна вот этих проводов. Я, конечно, посмотрю по цене, я точно не помню, потому что мне она редко попадается. Если она дороже, я добавлю. Если дешевле, отниму. Ну, по-моему, что-то в районе 1000. Вот. Вот, надо будет посмотреть цену, не помню. Точно не могу сказать. Вообще на такие вещи цена варьируется от 300 до 4000 гривен за кило. Все в зависимости от... Ну, тонкая, ну, чем тоньше, тем дороже, короче. Чем толще, тем дешевле. Так, в принципе, так. Все. С этим разобрались. Ну, вот с проводом тоже у меня сомнения есть. Мне кажется, он дороже, чем 1000 за кило. Короче, надо будет перепроверить. Вот. Не хочу сейчас идти искать эту информацию, проверять. Я лучше уже на видео я все сказал по этому поводу. Я потом посмотрю уже, как освобожусь. И если там какие-то будут коррективы, я уже с подписчиком индивидуальным этот момент обсудим. Так, и теперь погнали по коробочкам.
смотреть, что у нас тут имеется. Так, чипы. Чипы четырехсторонка. Это у нас двухсторонка. Так, двухсторонка. Четырехсторонка. Толстая четырехсторонка. Вот такая вот. Вот такие, короче, есть чипики. Такие. Это подороже. Это тоже дорогие. Это обычные. Обычные. Короче, вот это у нас все обычные. А это какой-то мусор. Это в коробку улетает. Так, какой-то из пакетов раскрытый. Немного высыпалось. Вот. Так, тарим коробку. И будем взвешивать чипы. Короче, получается у нас на все вот эти пакеты, короче, полкилограмма получается ровно. Пишу 500. Пишем 500 на 2,5. Есть. Убираем это в сторону. Опа. Так. Тара. Так, это у нас телефонные чипы. А это у нас чипы памяти. Память. Это мы взвесим на таких весах. $192, 7,5, 12, а тут 13. Ну, и разница есть. Короче, 13 грамм у нас получается телефонных. Пишу 13 на 13. 13 на 13. И память 6. Ну, напишу 5,5 за счет пакетов двух. Короче, пишу 5,5 на 5. Это память нового образца. Она дороже, чем память старого образца. Так, убираем. Что у нас дальше идет? Еще коробочка. А эта коробочка у нас запечатанная. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ж прозрел. Предохранители керамика в лигатуре. Прикольно. Так, вот это срезка. Срезка. КМки проверим. Короче, срезка. D220 подороже, чем срезка. Срезка. Это срезка. Это дороже. Это срезка. После 83-го срезка, до 83-го не срезка. Микросхема, что пишут? Импорт чуть дороже срезки. Вертолеты. Это что такое? Металлолом срезка. Это не срезка. Это не срезка. Срезка. КДшки. Короче, срезка. Это нет. Диоды в срезку. Это не в срезку. Подписчик заморочился капитально. Большие 7 штук с видимой. Нормально. В срезку. Не в срезку. Опять импортная лигатура. Всеми любимая. Вот такая вот. Нормально. Резисторы в срезку. КМки оранжевые не в срезку. Игра. Так, что это у нас? Что не подписаны? Что написано? К-53-4. В срезку. Срезка.
Нормально, нормально. С позолотой. Ну, КМ-ка зеленая. Ай-яй-яй. Так, это у нас в полубочонке вот такие идут варикапы. Так. Нормально. Нормально. Дороже срезки. Дороже срезки. И дорогие, короче, желтые микросхемы. Так. А это срезка. Бабах. Полкило. Короче, 30 гривен пишу. Не знаю. У меня, кстати, много кто из подписчиков срезку покупает. Не один человек. И вот такое вот все они у меня покупают. Вот. Я с этого зарабатываю там практически ноль, если честно. Вот. И это все ссыпаю в коробку. Поэтому, если кто-то тут заметил какие-то мега дорогие позиции, вы напишите в комментарии. Я их пока отложу в сторону. Вот. Но я тут ничего нормального, ценного не вижу. А выбирать это все, я этим не буду заниматься. Вот. Подписчик мне сразу сказал, все, что хлам, срезка, говорит, выкидывайте, не заморачивайтесь. Так, сейчас пока на паузу поставлю, отнесу это, потому что мне уже складывать негде. Вот это пока что я отложил, пусть лежит, потому что я хочу это напоследок оставить. Вот. А в первую очередь такие крупные разобрать хочется. Тут, наверное, могут быть какие-нибудь процессоры. Понял. Ох. Так, короче, это срезка. Это тоже в срезку идет. Сейчас я тогда сразу в этот пакет буду загонять это все дело. Так, это на вес дорогие транзисторы, короче, 151 килограмм. Ну, как сказать, дорогие. Вот эти тоже 151 килограмм диоды. Это железячки какие-то. Железо, по-моему, обычное. Да. Это железо. Так. Срезка. Ну, так и написано, в принципе. Вот. Еще срезка. И еще срезка, короче. И еще срезка. Прилично. Так. Кладем 2,750. Сейчас я отнесу, и мы продолжим. Так, пишем. 2,750. Это у нас, короче, напишу 150 гривен. Вот так вот. Напишу чуть больше, потому что там плюс, там такое, как бы. Лучше с запасом напишу. Я там на 20 гривен не обеднее. О, медь. О, медь. Так. Коробка 30 грамм, по-моему, весит. Короче, пишу кило 350 пишу на 320. Есть. И забираем с весов. Так, еще одна, даже не одна, вот такая коробка. Ага, вот что она такая тяжелая. Тут процессоры еще. Так, это память. 3,5 гривны грамм память. Процессоры такие. Это что, пластик, керамика? А ну. Где? Пластик. И керамика есть тоже. Плохо, что есть керамика. Вот это вроде все пластик. Ну, вот такие микросхемы 251 кило. Так. Желтизны нет. Нет. Керамика вообще неприемная. В заветный коробок ее. Так, это что за чипы?
С музыкальных центров какие-то, скорее всего. На алюминии. А на алюминии они не катят. Короче, вот это не катящие. Это силовые эти микросхемы. Как они там называются? Так, это дорогие мосты. Ну, эти я посчитаю как по 2, вот эти по 3,50, а вот эти по 2,50 за грамм. Сейчас я покажу вблизи. Это оперативка. Ну, с планок, короче, чипы со старого образца. А это, ну, двухсторонка, четырехсторонка толстая, ну, типа дешевая, но я ее посчитаю, так как ее мало, я ее посчитаю по нормальной цене. Не буду это. А это оперативка обычная, сейчас взвешивать будем. Так, еще микрушка импортная на вес. Подписчик заморочился, все это красиво замотал. Оперативка с ноутбука. Еще куча процессоров медных. Вот. И керамика. Так. Коробка нам не нужна. Мы сейчас будем вот так вот делать. Микруха дешевая. Так, нули есть. Дешевые микрухи на 85 гривен. Пишу 85 гривен, дешевая микруха. Керамика там есть, но ничего страшного. Так, сейчас тогда пауза. Отнесу микруху и мы продолжим. Не. Сейчас не так. Тара. Вот эти транзисторы сразу надо отнести. Так. Транзисторов 908. Короче, 140 гривен за транзисторы пишу. 140. Вот так вот сделаем. Есть. Все, транзисторы записал. Микросхемы записал. Сейчас пока пауза и мы продолжим. Так, продолжаем. Процессоры. Короче, по процессорам у нас 40 черный, зеленый 30. Обычная керамика 100 и вот такая вот 350. Ну, это большая с желтым низом, интересная. Так, 450, 480, 520 гривен. Так, пишем 520. Есть. Так. Весы. Нам нужны весы. Короче, куча весов. Вот так вот еще можно включить. Короче, мосты сюда. Мостов 42 грамма пишу. 42 на 9. 42 на 9. Плюс обычных процессоров на 30 и 20. 30. Не, да, 30. Сейчас 10 грамм 15 гривен, 20 грамм 30 гривен и 8 грамм на 42 гривны, короче, получается. 42 гривны. Их тут как раз 4, походу. Так, 42 гривны и медных у нас, сейчас скажу сколько медных. А медных у нас 500, 250, на 260 гривен медных процессоров. 260 гривен. Написал. Так, откладываем в сторону. Это откладываем, выключаем. Так, оперативка. На 260 гривен оперативки у нас получается. Еще плюс 260. Сейчас взвесим память на пакет грамм. 67 грамм. 67 на 3,5. И чипы. Короче, 61 грамм. 61 на 2,5. Есть такое дело.
И осталась еще одна коробка. А потом мы уже перейдем к обычным радиодеталям. Ага, алюминий. Просто алюминий. Ну, на коробку 50 грамм пойдет. Я так думаю. По моей памяти 50 где-то вот все 50-70 грамм такая коробка весит. Так, таре нули. Короче, кило 400, короче, пишу. Короче, пишу кило 400 на 30, на 47. Так, что у нас по КМ-ке, по импортной сразу? Чи не импортная? Да, импортная, магнитная. 19,3 грамма магнитной КМ-ки. Это у нас получается 60 гривен. Сразу можно записать. Даже не буду проверять. Хотя, опять же, сейчас кто-то подумает, что ты не проверил. Правильно, 20 грамм показывает вместе с пакетом. Так, все, нам эти весы нужны. Флажки 131 грамм, это у нас 13 гривен. Эти у нас по 200 гривен килограмм, 122 грамма, это у нас 20, короче, 25 гривен пишу. Те 100, а эти 200. Так, все, нам эти весы больше не нужны. Я надеюсь, что все, справимся с маленькими. В принципе, у нас тут немного осталось. Немного позиций осталось. Вот. Поэтому будем 21,1 грамма зеленой КМ-ки. Сейчас на магнит проверим, мало ли тут железные есть. Шучу. Так, короче, 21,1 с пакетом должно быть 21,5. Ну, почти 21,5. Значит, все правильно. 21,1 зеленых. 21,1 умножить на 48. Так, идем дальше. Домики не подписаны, но я могу сказать точно, сколько здесь. 1, 2, 0,5. 1, 2, 3, 4. 1,3 грамма должно быть. Чуть больше. Ну, плюс пакет. А ну, а без пакета сколько? Не угадал, я не угадал. Я, наверное, пропустил одну большую. Вот так вот я, наверное, считал. Короче, ладно. 1,73 на 12. КМ-ка домик. Бывает, ошибился, не угадал. Ничего страшного. Так. Так. Вот такие по 60. Это что такое? Не пойму. Вот такие по 60. А вот такие вот он, кристалл внутри. Вот такие по 20. Короче, раз, два. Этих 3, а этих 5. 5. Нет, это 809. Короче, сейчас скажу. 3 по 60, 180. Плюс 60, 240. И плюс 60, 300 гривен у меня здесь в руке. Так, 300. Фух. Лигатура. А ну, сколько она хоть весит? 164 грамма. Не знаю, напишу. 164 гривны. Вот сколько уже ее показывал, никто даже ни разу не отписал вообще
Что оно, как оно. Она, короче, никому вообще не интересна. Это серебряная лигатура. 13 грамм. 13 грамм. 4 на 5 гривен, короче. Есть. О, так. Импортная микруха желтая. Минус пакет, короче, 19 грамм. 19 на 2. 19 на 2. Есть. Хорошая. 92 штуки. Вся проверенная. Пакетик весит грамм. 87 пишу. 87 на 4. Так, что у нас еще имеется? Есть полубочонки или нет? Не вижу. Есть. Вот эти, кстати, тоже как полубочонки идут, варикапы. 131 штука. Ну тут все четко. Здесь реально все четко. 22 грамма пишу. Короче, 132 гривны. Вот. Так. D220. Кило, по-моему, 1500. 100 грамм это 150 гривен. 50 грамм это 75 гривен. Короче, на 60 гривен. На 60 гривен D220. Так. Ушастые 7 штук. 56 гривен. 56. Пакеты пока в сторону. Так. Это у нас нормальные здоровые микросхемы. 7 штук. 25 на 4. 100. 100. Есть. Так. О, вот это мне нравится. 28 штук 3 ноги, 11 штук 4 ноги. И 2 штуки белых, белоногих. Короче, пишу 18 за белоногие, 11 четырехногих это 220 гривен. И 28 на 18 это обычные 18. Все, отлично. Вот это мне нравится. И считать не надо доставать. Так, тут у нас какая-то сборняк. Люблю такие сборняки. Короче, лампочки, диодики. 30 гривен напишу. Вижу, что там как раз где-то на 30 гривен. Светодиоды. 27 штук. Это у нас получается 27 на 1,3. Окукленная 12,35. Ну, где-то в районе 13 грамм сейчас должно показать вместе с пакетом. Ну, где-то 12,8 покажет, наверное. 12,9. Короче, 12,35 на 12. Есть. КМ оранжевая. 25 грамм. Да, 25 на 38. Есть. 10 штук этих дорогих, короче, микросхем. Какой год? 86-й год. Короче, на 180 гривен пишу. Плюс 180. Здоровые, хорошие микросхемы. Так. Отлично, все кусано, все проверено. Мне это нравится. 105 штук. 105. А зачем писать 105? Напишу 840 сразу деньгами. Так. Что у нас тут? А тут у нас все, что только можно. И импорт, и нормальные. Короче, раз нормальная. Так, 40 и 25. Это у нас 65, а это все импорт, короче. Полностью все импортные. Теслы, короче, такие вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это нормальный. Ага, вот все. 2,630. Короче, 65 и 125. Еще 630. 155. А вот это все импортная Тесла с зеленой краской. Так.
165, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 по пятерке, короче. 60 и еще один за 25 нашел. 25. Фух. О, так. Так, проходные 315. Плохо, что не посчитанные. Очень плохо, что не посчитаны. Взвешивать я не знаю, почем они. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 штука, короче. Фух. $40, короче. 40. Так. Фух. Последних 2 пакетика и осциллограф. Так. Так, это вот такие я не беру. Такие микрорезисторы. Так. Кольцо. Какое-то оно чересчур черное. Так. Еще какие-то колечки, проволочки. Это для меня, короче, это эти бегунки. Так, короче, я вот этот пакет отложу. Вот этот бегунок отложу. Вот. Подписчик мне напишет в личку, с чего он это доставал, и тогда я уже... Или ладно. Так, еще один вот такой, и еще такие 2. Можем проверить, так уж и быть. Просто реально уже башка болит. Уже хочется закончить, уже реально капитальное такое видео получилось, серьезное. Так, вот эти 2 изделия почернели. И проволока почернела. Сейчас покажу. Смотрите, черное. Кольцо черное вот это. И проволока вот стала черной, аж синей. Аж блестит синим. Не знаю, видно на видео, не видно. Вот показываю. Вот здесь. Сейчас еще раз прожжем. Показываю. Чтобы все увидели, что цвет поменяло. Так, и остались у тебя бегунки. Так, это я выкидываю тупо. Это мусор. Вот эти бегунки. Бегунок, да, бегунок ПДшка. 20-ка, по-моему, или сколько там. Вот, я его жгу. Но он не темнеет. Бегунок раз. Так, теперь вот это дело. Это черным стало. Это выкидываем. Оно нам не надо. Так, теперь вот эту штучку проверяем. О, аж засмолило, короче, ее.
Но она не отделена полностью. Там есть он маленький бегунок на ней, на самой пластинке. Тоже пока отложим. Так, вот этих два, они уже паленые. Их уже кто-то полил. Еще чернее стал. Ну и вот это вот. Еще чернее стало. Так. И еще какой-то бегунок остался. Так. Чернота увидели. Аж синевой. Выбрасываем. Так, вот это только осталось. Но это ни о чем. Пусть лежит. Не знаю, напишу. Напишу 10 гривен. Вот так вот. Так. Что у нас тут? Раз, два, три, 4 СП5 третьих. СП5 16 0,25. СП5 39 проходного года 86-го. СП5 2. СП5 3 тоже 86-го. СП5 14. Короче, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все в круг по 7 гривен считаю. Получается 10, все круг по 7, 70. 70. И остаются самые вкусные детали. Ну, красивые, имеется в виду. Самые красивые детали. Так. Восьминогие. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 на 40 плюс 17 на 40. Потом вот эти по полтиннику. Сейчас вот эти вот 14 ног. Раз, два, 3. Это ж... нет. 4 их. 4 их. По полтиннику это 200. А вот такая будет на 16 ног. Будет у нас 65 пишу. А вот такая импортная, красивая микросхемка. Я ее напишу 100. 100 в коллекцию пойдет. Так. Все. Неужели? Реально уже, конечно, надо заканчивать с видосом. Чересчур он большой. Так, весы мы убираем. Тетрадку пока прибираем. Сейчас ослика закинем. Посмотрим, что у нас тут. Ну, мне его просто включить, показать и все. Что он работает, включился, там лучик появился. Вот. А все остальное как бы уже тоже дело такое, дело десятое. Так, провод. Оп. Так, врубаем препарат. Так, где у него тут тумблерок включения, не помню. Забыл. Вот. Ну, запустился. Луч должен появиться. Должен появиться луч. Ищем, где наш лучик. Пока нету. Нема луча. Должен был уже появиться.
Нема луча. О, нашел. Ну, это не совсем луч, это точка. Чтобы еще не прожечь тут экран. Так, фокус. Вот самый маленький фокус. В самый центр. Не могу понять реально, почему луч не появляется. Вот включаю развертку. И пропадает. Вот точка есть. Ну а точка это ни о чем. Ну не знаю, будем смотреть, короче. Будем посмотреть, как называется. Главное, чтобы рабочий был, потому что договаривались с подписчиком 2200. Просто если он не рабочий, то в нем на 2200 нет, а еще лезть в него ремонтировать не особо хотелось бы. Короче, выключаю, туда сейчас подобьем. Сейчас я это все дело уберу. Опа. Так, убираем осциллограф. Ну, пока предварительно 2200 напишу. Куда бы это написать? Вот сюда напишу плюс 2200. А общая сумма у нас будет... Вот здесь. Короче, вот тут вот в этом окошке, короче, сейчас общую сумму напишу. Сейчас тогда пауза, подобью и мы продолжим. В общем, общая сумма у нас получилась 13. Как бы это написать? 13 800. Общая сумма получилась. Так, ну видео, наверное, сегодня очень поздно выйдет, потому что капец, конечно, блин. Вот это еще же его сделать надо, смонтировать. Так, в общем, 13 803, вторая 4 340, первая 1440. Самая простая, попроще, простая, средней сложности, очень сложная посылка. Вот. И первая, третья, оба подписчика ждали, ну, несколько дней точно, дня 4-5 точно ждали. И то это хорошо, что я сегодня смог, и вообще хорошо, что я осилил. Первая вообще легкая, я ее вчера получил, вот сегодня уже подписчик получит деньги, просто он попросил, говорит, давайте на видео, говорит, что там мои посылки, там раз-два и обчелся. Короче, в общем, всем спасибо, что уделили 2 часа своего времени на просмотр этого мега сериала. Сегодня, наверное, даже не серия была, а целый фильм про радиодетали, металлы, платы и вообще в целом супер распаковки посылок. В общем, огромное всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем желаю хороших просмотров на YouTube. Всем хорошего вечера и всем пока.